Annem Halil Çakırca'yı vurmuş. Ne? Ben kendimi ihbar etmeye geldim. Halil Çakırcı adlı şahsı vurdum. Olay yerine gidiyoruz. Niye takip ettin beni? Anne biliyordum çünkü ne yapacağını. Ortada ne bir ceset var ne bir yaralı. Benim de yapabileceğim bir şey yok maalesef. Vallahi icralıkmışsınız. Aşağıda sizi bekliyorlar. Esat, bizim değişmemiz lazım. Nuh'la Melek bize bir şey yapmadılar, biliyorsun değil mi? Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Что произойдет, когда госпожа Сумру пойдет сдаваться полиции после того, как застрелила Халиля? Какие действия предпримет полиция, если не сможет найти господина Халиля на месте преступления? Сбежит ли Халиль из Каппадокии? Что сделает Мелек, когда узнает, что ее мать застрелила Халиля? Как он отреагирует, когда женщина наконец пойдет за Сумру, выхватит у него из рук пистолет и застрелит Халиля? Когда Хикмета схватит, потеряет ли он часть своих денег? Какой план теперь придумают Хикмет и Халиль? Будет ли Беньямин знать о деньгах, которые сняла Канан? Сможет ли он убедить Исата стать похожим на него, пытаясь избавиться от своей удивительно высокомерной личности? Сможет ли Исат проигнорировать шантаж Хикмета, стать хорошим человеком и убедить Эсму в своей любви? Когда Нух услышал, что случилось с Сумру Ханем, и пришел к ней, она упала в обморок. Что же будут делать Сумру Ханем и Мелек? Если Нух ничего не скажет, несмотря на давление женщин Сумру, упомянет ли Севилай болезнь Нуха, когда ее об этом спросят? Что сделает мать Ноя Сумру и ее близнец Мелек, чтобы спасти его, когда узнают о его болезни? Простит ли госпожа Сумру Нуха после того, что она узнала? Сможет ли Ной вылечиться от этой болезни? Какова цель внезапно появившейся подруги Джихана Перихан? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы считаете, что после того, как Халила застрелили, Хикмета тоже нужно схватить и бежать, не оглядываясь, а Сумру Ханем и ее дети должны обрести покой, а Сумру Ханем должна простить всех и вернуться к своей семье, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Наконец, женщина решила избавиться от Халиля и отправилась в путь. Когда Сумру вернулась домой, не выдержав эмоционального послания, которое ей послала Харика, она увидела, как женщина выходит из дома с пистолетом в руке, и тайно последовала за ней. Когда она уже собиралась встретиться с Халилом и убить его, пришла госпожа Сумру и выхватила пистолет из рук матери. Затем, когда Халиль произнес грубое и оскорбительное слово, которое пришли ему в голову, Сумру Ханем не выдержала и застрелила его. После этого он немедленно пойдет в полицию с пистолетом в руке и попросит сдаться. После того, как он расскажет полиции все подробности инцидента и признается в преступлении, полиция отправится на место преступления вместе с Гэжой Сумру и Гэжой Сончи. Однако, как бы усердно ни искала полиция, ей не удастся найти Халиля или какие-либо его следы. Когда это произойдет, они освободят Гэжу Сумру. Халил был ранен в плечо выстрелом из пистолета, выпущенного Сумру. Когда Сумру Ханем и Эвринсель Ханем уйдут от него, она отправится к Хикмету, раненая, как мышь, попавшая в ловушку с хвостом. Когда Хикмет увидит его раненым, он очень обеспокоится и перевяжет его рану. Однако Халил считает, что обстановка здесь накаляется, и строит планы вырвать деньги из рук Хикмета, оставить его голым и сбежать. Когда Мелек узнает, что Сумру застрелила Халила, ей будет очень жаль свою мать. Когда он немедленно позвонит Джихану и сообщит ему эту новость, Джихан очень удивится и немедленно приедет к Мелек. Затем они пойдут вместе с госпожой Сумру и госпожой Начи, чтобы поддержать их. Когда они идут в полицейский участок, Мелек узнает, что полиция освободила Сумру и с облегчением обнимает ее мать. В конце концов, когда женщина приедет на место преступления вместе с полицией, она будет очень зла на Сумру за то, что он так поступил. Однако госпожа Сумру объяснит, что ей приходится так себя вести, потому что она считает, что не может в ее возрасте бросить свою мать в такой огонь. Несмотря на то, что мать и дочь очень напуганы, они легко переживут этот инцидент. Пока Хикмет находится в особняке, как в убежище, его схватят.
У Хикмета случится нервный срыв, когда к нему в дверь придут сотрудники полиции и сообщат, что все его имущество конфисковано. Тем временем господин Халиль, который находится рядом с ним, по-видимому, поддерживает его и пытается поднять ему боевой дух. Если сотрудники полиции захотят изъять ценности из комнаты Хикмета, они могут обмануть Канан и заставить сотрудников полиции потерять взятые ими деньги. Эти двое друзей начнут плести новые интриги с Халилем, чтобы заполучить чек из сейфа компании, и все, что они пытаются сделать в эти дни, терпит неудачу. Чтобы получить чек от компании, Халиль попросит Канан взять его у него, используя это как предлог для сближения с ней. Еще некоторое время Кана будет пытаться верить красивым словам Халиля и делать все, что он скажет. Когда у Беньямина возникнут финансовые трудности из-за драгоценностей, купленных им для Тюркана, и он захочет снять деньги со своего банковского счета у Джанан, он узнает, что деньги были сняты. Это вызовет большой хаос между Кананом и Беньямином. Хотя поначалу Канан не хочет говорить, как она распорядилась деньгами, позже она может сказать, что сделала инвестиции или потратила их на нужды ассоциации. Если Джанан, чьи отношения с Беньямином из-за этого испортились, захочет забрать деньги, то игры Халиля также раскроются, и Джанан поймет, что с ней сыграли очень плохую игру. Она поняла, насколько неправильным было ее поведение из-за любви к великому Назыму. Однако Харика, которая так долго росла избалованной и высокомерной, не смогла отказаться от этой привычки, и ее отношения с Назымом испортились. Чтобы вернуть Харику Назым, она поговорит с Эсатом и убедит его, что им нужно измениться, а также скажет, что Мелек и Нух ничего им не сделали. Эсат думает так же, как Харика, но он боится из-за шантажа, который устроил ему Хикмет. Она может рассказать Эсат Харике об этом инциденте и попросить помощи в том, как избавиться от угроз своей тети Хикмет. В этой ситуации Эсат пойдет к Джихану и объяснит, что теперь он хочет быть хорошим человеком, а также объяснит инцидент, когда Хикмет угрожал ему, и извинится за это. После этого он скажет Джихану, что Хикмет должен отдать ему деньги, которые он хочет, чтобы он не рассказал ему об этом. Сотрудничая с Джиханом и Эсатом, они могут вместе расставить ловушку, чтобы заставить Хикмета заплатить за то, что он сделал. Если Эсат сделает это, он немного смягчит сердце Эсмы. Когда Ной узнает, что случилось с его матерью, он бежит к ней и хочет поговорить. Однако в этот момент он сказал Ною слова, показывающие, что он очень зол, и Ною сразу же стало плохо, и он потерял сознание. Госпожа Сумру, Мелек, Тахсин, Джихан и Наталья в панике бросаются к нему и немедленно вызывают скорую помощь, чтобы отвезти его в больницу. Даже если Сумру Ханем и Мелек спросят Нуха, что случилось, они не смогут добиться от него ни слова. Когда Севилай, которая пришла к ним позже, настойчиво потребовала от нее узнать, есть ли у нее какая-либо информация, Севилай сказала женщинам из Сумру, что у Нуха опухоль мозга и что его состояние опасно, несмотря на то, что Нух просил ее не говорить ему об этом из-за серьезности заболевания. Когда Сумру и Мелек услышат это, они почувствуют себя так, словно на них вылили кипяток, и будут опустошены. Они немедленно свяжутся со своим врачом и спросят, что необходимо сделать и что необходимо сделать как можно скорее. Они скажут Ною, что с ним обязательно все будет хорошо, и что они забудут обо всем и продолжат свою жизнь с того места, где остановились. Ной будет счастлив, что его мать и Мелек простили его, даже если это произошло из-за его болезни. Несмотря на то, что Ною придется пережить очень трудные времена из-за этой болезни, он преодолеет ее благодаря силе и поддержке своих близких. Еще одним событием, которое расстроит Мелек и Джихана, станет внезапное появление подруги Джихана, Периханы. Потому что цель Перихан не в том, чтобы вести бизнес с Джиханом, а в том, чтобы разрушить его семью, потому что она не может забыть свою любовь к нему. По этой причине Мелек могла поссориться с Джиханом на последних сроках беременности. Но когда Перихан видит взрослых и прямую осанку Джихана, она понимает, что не сможет достичь своей цели и уходит так же, как и пришла. На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.